Эта история произошла в Нижегородской области. В довольно крупном селе стал пропадать домашний скот. Почти каждый день чей-то теленок или овца не возвращалась. Среди местных было много охотников, поэтому у всех у них было оружие. Обращение к егерю не принесло никакого результата, и люди своими силами решили справиться с проблемой. Они устроили ловушку. Практически всех животных истребили, кроме маленьких волчат. Их просто оставили в норах. Этих щенков ждала участь умереть от жажды или в зубах других зверей. Один из охотников рассказал жене о том, как он поохотился, упомянув о маленьких волчатах. Женщина убедила мужа сходить в лес забрать щенков в дом, чтобы потом отдать их в руки тем, кому они нужны. Мужчина вернулся к волчатам, но нашел только одного щенка. Он взял его и отнес домой. У семьи жила большая охотничья собака. Она недавно стала матерью, причем многодетная и без проблем приняла щеночка под свою опеку. Волчок почти не отличался от своих братьев и сестер. Время шло, и серый волк вырос и стал огромным и мускулистым. Деревенские собаки часто воют по ночам, но его голос заставлял прохожих идти быстрее. Местные собаки боялись зверя и старались обходить стороной. Волк никогда не питался домашним скотом, потому что его хорошо кормили дома. Так продолжалось до следующей весны. Но однажды волк сбежал и больше не возвращался. Семья к нему уже успела привыкнуть, но природа взяла верх. Спустя пару лет скот снова начал пропадать. Люди винили во всем волка, выращенного мужчиной. Местные охотники снова собрались на охоту. Мужчина тоже приготовился к поединку. Он решил самостоятельно найти своего волка и расправиться с этой проблемой. Весь день он с собакой провели в лесу, но хищника они не нашли. Уже под вечер пес начал беспокоиться. Мужчина почуял что-то неладное и приготовил оружие. Он сделал это очень вовремя, потому что их уже окружила серая стая. Человек приготовился, но уйти живым надежд не было. Неожиданно за спиной послышалось слабое, но очень свирепое рычание. Мужчина оглянулся и увидел знакомого волка. Он скалился на вожака, всем своим видом показывая готовность сразиться. Рядом с ним стояла его волчица и 3 щенков. У человека появился шанс, и он приободрился. Собак тоже ощутила поддержку и стала рычать. Стая выглядела немного растерянно. Этой нерешительности хватило, чтобы сделать выстрел. Охотник выстрелил в вожака. Волчица осмелилась выйти в схватку вместе со своим волком и псом. Волки позорно бежали. Они не рискнули ворваться в схватку с более сильным соперником, оставшись без своего вожака. Собака была очень рада повидаться со своим приемным сыном. А человек тогда осознал, что этот волк был невиновен в пропаже скота. Волк заглянул в глаза своего бывшего хозяина, немного постоял и скрылся в лесу. После случившегося, стая волков ушла из леса, и скот больше не пропадал. Вой серого волка часто слышали люди, но на глаза он им больше не попадался. В самые суровые зимы деревенские мужики уносили в лес мясо, чтобы выразить благодарность и немножко подкормить голодающих. Так случилось, что теперь в этом селе был заключен мир между хищниками и людьми. Конечно, такое случается крайне редко, и звериная природа часто берет свое, но даже один случай на миллион говорит о том, что и у зверей есть самые что ни на есть настоящие чувства.